Ну что, друзья, добрейшего времени суток. Вот наша дорога, по которой мы неделю назад пытались проехать. Никого здесь не было. И... Выпускай Кракена! Такое у нас такси сегодня. Иван Иванович на броне с пальмухой. Да, бабулька? Ты рада? Сейчас мы до Банного доедем, дальше видно будет. В черном фужере. Вот это у тебя жизнь начинается. Бури. Друзья, надеюсь, вы видите, вон, видите, корова стоит, изюбриха. Эй! Вон она, видите, как тяжело зверю. Видал, они с пузом даже бегать-то не могут нормально. Я говорю, пузатые такие, что даже перемещаться не могут по такому снегу. Козы? Не, зюбриха, ты не видел? Не, а мне там оттуда что, блядь? А вот как раз у тебя окно же открытое вот здесь. О, блядь. Она вот стояла метров 40. Вот она нахуй. Доехали до пасеки, вот, до первой. Немножко нагрелись, остываем. Нам с Иваном непривычно. Первый раз едем, что никто баранку из нас не крутит. А тут вообще баранки нет, вообще баранку никто не крутит. Рычаги одни. Друзья, многие пожелали нам удачной дороги, легкой. Спасибо. Были, конечно, там недоброжелатели, там. И есть категория зрителей, которые хотят, чтобы мы немножко помучились. Ну, нам хочется доехать без происшествий, чтобы было все хорошо. В такой снег не хочется, конечно, тут велосипед изобретать. Но основная масса зрителей пожелали нам хорошей дороги. Это львиная доля, а мысли, они материальны. Надеюсь, все будет хорошо, друзья. Доедем потихой. Да, бабка? А ты зюбря и не видела, да? Зачем он тебе? Главное, чтобы махнорылый никакой через дорогу не перебегал. Ее не удержим. Она, если привязать к вездеходу, вездеход за собой попрет. Ох, она не любит их. Ровно час ехали наверх, вот на этот перевал, куда мы в прошлый раз ехали 4 часа примерно, где-то 4,5. Вот вниз шагаем. Нашли третью передачу. Волосы назад. А? Волосы назад, да. Уши тоже. Скоро доедем, где разворачивались. В банном ключе посмотрим. Здесь мы еще ездили. Ну
что, ну, как бы его не скидывает, ничего, ну, гусеница на колесной технике с колеи сбрасывает, а этот шагает уверенно. И что хорошо, там снизу же лодка. Цепляться нечему за снег. А на колесном там мосты. Все мешает. Доехали до Банного. Вон там, друзья, мы разворачивались. И все, и пошли. Вот отсюда мы ехали. Сколько мы? В 5-6 вечера, да, здесь уже темнело? 7 мы разворачивались. В 7 вечера. Леха, деньги, сори. Да ладно. Нашел. Сейчас копилку уберу. Да, он и так, видать, на зажимухе. Что, прогуляться решил? Видите. Ага, блядь. Сейчас воды тут наберем чуть-чуть. Выкинула. Ну вот, отсюда мы, обратно здесь мы в 7 вечера тронулись. А сейчас скажу. Получается, в половину, в час мы, да, тронулись с деревни. А сейчас без 23. Ну, нормально, сейчас посмотрим, как по нетоптанному едет. Да нормально вроде должна. Буря, буря, иди сюда. Волк. 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 Что-то она скулит, как не волк. Пить будешь? Это мы сейчас выясним, кто грешил, чтобы далеко от ключа не уезжать. Геннадий Анатольевич уже проговорился. Решил, у меня ногу свело. Ноги, он сказал вообще. А как нога вообще в этом процессе участвует? Опора? Ну да, надо здорово опираться. Так что в прошлый раз я хотел на ключ идти, но думаю, уже все равно разворачиваемся. Что идти? Обратно-то доедем. А так, да, если кто-то грешил и в тайгу поехал, то надо... Ну да, а он-то не знал вот этой притчи. Мы же приехали, получается, вот так же остановились, затоборились, там кто-то там выпивает, кто-то пошел Палыч пошел за водой, чай вскипятить. И все, и мы вот так в компании стоим. Я такой говорю, а грешил вчера кто-нибудь? Все такие, а что значит грешил? Я говорю, ну, сексом занимался кто-нибудь вчера? Все, а что? Ну, если занимался кто-то, надо идти на ключ жопу мыть, потому что это вот старые охотники говорят, что удачи не видать. Все такие, да не, я типа это, ну, один там, и по очереди, да не, у меня вчера, да у моей голова болела, второй там, да я там балдой пришел, там, ну, да мне там моя не дала, ни у кого, короче. И тут Палыч приходит в это, он такой, типа, помнишь, у него, типа, шляпа такая ковбойская была, и он с котелками такой стоит с этой воды. Палыч, ты грешил вчера? В смысле? Ну, сексом занимался? Стоит такой гордый. Ну, естественно. Иди жопу мой. Все такие хором. А чё вы? Ну, и такой не поймет, что за прикол. Ну, ему объясняем, он такой. Да нет, да мы хотели, но у меня не получилось. Палыч, да иди ты лучше помой, чем ты вот это сейчас начинаешь. Ну да, хотели, но не получилось. Ну как, вон у него нога онемела и все. Свело. Ногу свело, группа называется. От этого так называется группа. Группа ногу свело. Все, здесь мы уже на 66-й не ехали в прошлый раз. Вот так вот он едет. По целику. Вроде нормально. Фу-фу-фу. Но снега очень много. Только с дороги чуть-чуть. Сейчас снимал, кое-как добрался. Снег мокрый. Шагу ступить невозможно. Поднимаемся в перевал, собственно, из-за которого мы не поехали дальше в прошлый раз. Потому что
градус подъема такой большой. И снега тут смотрим вот много. Ну, на камеру, наверное, не видно. Передача вылетела, видать. Десантироваться собрался. Сегодня, когда грузились, там заправлялись, Геннадий Анатольевич увидел треснутый трак. Стояли, меняли, чтобы по дороге не пришлось этим заниматься. Заправили мы всего 200. Сколько бензина залили? 240 литров. И надо еще нам литров 40-50 ГРСУ оставить на пасеке. Мы всегда оставляем, этот раз нынче он куда-то искатал. Сейчас узнаем. Какие-то неотложные дела у него были. Ну вот сами посмотрите, на Шакеба мы поднялись в такой снег сюда. Очень тяжело. Вон все, вершина перевала. Что, содрали бак? А мы еще половину не доехали. Нет, а сколько бак этот? 70. Тебя обрадовать. 70 нахуй. 70 литров сожрали? Ё-моё. Сказал Леня. Феликс, переключайся. А мы проехали 23 километра. А чё вы сказали 1,5 литра на километр? Не, ну вижу. Не, ну мы до пасеки-то доедем, там выживем. Там заправка. Там... Там этот снегоход придется. Да. Все? Да. Или перетек? Стой. Ну сухо. Вот сейчас пока стоит. Может чуть-чуть там перетекло. Сухо. Я бы другое слово сказал. Ну не сухо. 70 на 20 километров. Это сколько получается у нас расход? Что, будем пробовать? Погулять, скажи. Орлик наш что-то затроил. Аппетит хороший, а что-то троит. Засемерил. 8. Ну да. Понял, тебе сорта воняет. Не пиши на меня нахуй. Иди. Вот как ты так можешь к ней? Она же в возрасте уже. Надо как-то давать все равно поблажку как-то. Ничего, серьезно этот бак 70 литров? Или вы корки мочите? Да ну нахуй. Кто тебе корки мочит? Лучше бы ты сказал, да ну нафиг, какие 70? 20. Я сейчас еду, думаю, а как, блин, а... Сколько мы? 30 километров проехали? Да не проехали еще даже 30. Скоро 30. Нам еще надо... Нам еще нормально шагать. Не, ну ладно, я себя успокаиваю на том, что до пасеки нам хватить должно. А с пасеки.
А спасики? Не знаю. Ну там погранзастава 8 километров. Будем шкрябаться. Буран зальем, остатки поедем туда. Пошкрябаемся по колючке вот так. Царап-царап. Нас сначала арестуют, несколько дней продержат в комендатуре. Выяснят, что это, ну что и как, при каких обстоятельствах мы туда добрались. На буране гнать домой за бензином. Ага. Но все равно туда ехать надо, кармата надо везти. Ну да. Да я тебе скажу, буран не намного меньше, как бы его жрет. Там тоже кушает. И сейчас по этому следу он поедет вообще. Ну должен как бы. Посередине. Ну это ж всю середину надо как-то ловить. А кто поедет, жребий будем тянуть? На буране. А, поедете вы с Феликсом? Вас опасно отправлять, вы как уедете и все, скажете, дайте там, они хотят так пожить. Пусть поживут. В комнате искусственного лета мы лежим на кафельном столе. И в лучах искусственного света раны застывают, как желе. Люди больше не услышат наши юные смешные голоса. Теперь их слышат только небеса. Люди никогда не вспомнят наши звонкие смешные имена. Теперь их вспомнит только тишина. Злой маньяк гуляет на свободе, чтобы жертву новую найти. Он решает, что сегодня в моде у странников последнего пути. Люди никогда не помнят наши юные смешные голоса. Теперь их слышат только небеса. Люди никогда не вспомнят наши звонкие смешные имена. Теперь их помнит только тишина. Ляжем, как продукты в холодильник, и, обнявшись нежно, там уснем. На прощание нам больной будильник улыбнется кварцевым огнем. Люди больше не услышат наши юные смешные голоса. Теперь их слышат только небеса. Люди никогда не вспомнят наши звонкие смешные имена. Теперь их помнит только тишина.
Ну-ка, покажи, Роман, свечку. Вот она. Залитая. Сейчас поменяем. Учимся. Гена вообще не разочарован ни в чем. Гена сказал, у нас билет в один конец. Командировка. Главное тут... Не, ну а конечно сейчас что уже? Ну что ты О наливай, чем? что ты развалился? А это что ли я делаю? Это Гриша, у него что-то с руками, я не знаю. Главное, в прошлый раз мы поехали без Кощеевки. И это... Не доехал. И без пост. И без пост поехали. Чё? Они тут вообще были? Ну, ты хорошо посмотри, да. Были. Сейчас Феликс Николаевич чайку хряпнет. И поедем мы в салоне показать тут как в танке, ё-моё. Да, Буря? Ты моя девочка. Там они уселись вообще. В принципе, разницы между нами, между мной и Феликсом вообще никакой. Он тоже не рулит. Так, одной рукой. Так, друзья, у нас тут проблема возникла неожиданная. Не, с техникой нормально все. У нас с пальмой какие-то. Вот она убежала туда, вот мы ехали там, зюбрями потоптано было. Мы проехали это место, а она тут металась поверху, тут Ванька говорит, кое-как ее держали. Все, проехали километра 3, уже 4 оттуда, все, нету следов, остановились. И она вот куда-то туда убежала, и там что-то тявкает уже метров 300. Мы уже и кричали ее, и заводили машину, и нифига. Пальма, пальма, пальма! Она вот так вот прямо семафорить, вот как вот промеж вот берез и вот туда вот так вот вверх. В общем, выбора у нас другого нету. Вот ольха сухая. Сейчас растапливаем печь, ждем пальму. Она где-то убежала, чё знает куда там. На старый след что-то у нее с башкой случилось. Ну, других вариантов нет. За ней мы туда не пройдем, там по пояс снега. Она сверху бежит, ее нас держит, где-то проваливается, где-то бежит. А пройти не получается. Вот так вот из-за одной собаки мы сейчас... Ну, это никакая попала собака, конечно. Ну, блин, зря она, конечно, так. Тем более, там ни зверя, ничего нету. Она просто на адреналине бегает там по лесу. Веселиться. Ага. С ума сходит на старый след. Ну вот с одной стороны, видишь, кора, блядь, горит, блядь. А это хуй. Сейчас разгорится, ольха хорошо горит, сухая. Нет худа без добра, да, Геннадий Анатольевич? Я говорю, нет худа без добра. Ё-моё, вот это вы, это, Да, мы такие. ударили по работе. Молодцы. Потаскаете чурки Да, по сугробу. по сугробу. Я Помощь. оценил ваш вклад в наше безнадежное дело. Можно... Вот там стой, я потом тебя заберу. А где Феликс Николаевич? А он сидит. Так, все, здесь тепло. Бурьки тут растопили. Сейчас тут
Иван Иванович, а что у вас за кресло тут? А, это Геннадий Анатольевич вас пригласил? Вон еще, Я да, понял. тоже там Мы занят. сейчас еще столик здесь журнальный сделаем. Ага. И журналы вам надо Космополитен или какие там принести? Придумаем. GQ обычно читали. Кого? GQ. GQ, да? Но мы такие не читали. Ну, давайте этот, моделистская. Наука и жизнь. Ой, я думал, бля, пальма. А мы их тут ждем, кострим Ты тут. откуда взялась? А мне огородник тогда, или как журнал называется? Надо же сейчас рассаду там рассаживать. А, пчеловод. Пальма, блин! Пальма! Не издевайся над нами. Скотиняка. Тебе какой журнал выписывать? Ну как бы, Животноводческий какой-то. все равно дрова нужны были в клубе. Ага. Пальму. Нет худа без добра, да? Но в Кунге не шибко дрова нужны были. Ну да. Но они сейчас есть. Зато. Что у нас? Ну кому они там тоже? Зато такой дяга, это тебе. А ты чисто на корточках, как мы-то как в этом кресле. Скажи, Ромка, когда ветер подует, да? Посмотрю я на ваши кресла. Конечно, тебе тоже надо тепло. Гимн пчеловодов. Каждая ромашка нальет нектара в чашку. И Это что за свидетели Иеговы, я не пойму. Пальма, блядь, или как тебе там? Лайма, блядь! нальет нектар. Чё такое? Что здесь теплее, что ли? Пришла, ебаный в рот! Пришла? Вот она! Ах ты курва, а! Мы тебя ждем тут. Сколько тебя ждать-то можно, а? В костер уронил. Я ж перчатку в костер уронил. Ай, Вов. Да что это такое, бабка? Что, блядь, сука? Сколько тебя ждать? Ты посмотри, мы костер развели. Сейчас тебя зажарим, блядь. А я, говорит, и хотела, чтобы, может, что пожрать приготовили. Как поймали, да. Надо за это Валь, выпить! ну сколько можно тебе, ё-моё, блин. Вот мы тут затоборились, да, мужики? Гриш, сфотай, пожалуйста, нас, а. Чисто прибой, блядь. Все, едем дальше, короче. Снег сможет меня согреть. Ты помоги ему душу мою отпеть. Здесь некому будет сном. Белым к тебе приду, в мысли твои войду. Там для себя приют найду. На моей луне я всегда один. Разведу костер, посижу в тени. На моей луне пропадаю я. Сам себе король, сам себе судья. Свет слабым лучом в окно. Сколько ему дано, мне уже все равно. Голос надежды вновь машет своим крылом, падая вниз дождем. У нас еще бак кончился, бензин. А сколько тут вообще баков? 4. 4. И каждый по сколько? Ну, по 70. Ну вот в этом было не 70, Но в этом нет. Не было 70. а в том, который первый кончился, 70 было. Это что, 140 литров мы? Мы даже не проехали 50 километров. Тут ты видишь, какая дорога. Не, это понятно. Ну, просто как нам обратно ехать вообще? Ну, в нем. В заднем. Ну, вот с этой стороны. Может, мы что-то там не так
бензин смотрим. И может быть там не так быстро он кончается. Ну как 140 литров вылетело. Мы проехали километров 40. На луне пропадаю я, сам себе король, сам себе судья. На моей луне я всегда один, разведу костер, сижу в тени. На моей луне пропадаю я, сам себе король, сам себе судья. Костян, фонарь вон светит. Все отлично, все живы, здоровы, все хорошо. Фонарем светите ему. Браконьерские значки вот эти вот все пошли. Лево, право, стой, стреляю. Я по Дерсучку так соскучился. Улетела. Блять, жопой надо туда. Чё там? Стол, короче, ножки что-то отломались, а вот здесь, а прикинь. До 300 метров не доехали, вон скамейку разломали, блин, ветки. Но всю дорогу вроде нормально. Берегли. Ветками не волнует. Ну да, там дерево наклонено было ходом. Ой. Дерсу! Здорово, братан! Как дела? Нормально. Ты А чё выжил? так поздно-то? Как поздно? Кость, ну дорога там такая. Я же сложная. думал, ты там тарахтит, что час назад. А ты не слушай. топил баню? Сегодня нет. Ё-моё, мы тебе смс-ки там А я и писали. не включал телефон уже неделю. А чё ты так делаешь? А что делать? Ну включил бы, посмотрел, что там, как дела. Может мы тебе там не, что вчера интересное отправим. Златка, иди Погода, сюда. правда, скоро тут была вообще конкретно. Злата, иди сюда. А молодец, Злата. Молодец. Это. Короче, не топил ты, да, ее? Я топил ее неделю назад. Ё-моё, а мы ехали, замерзли на этой броне, думали, сейчас как погреемся. Ну ладно, хоть. А покушать есть что? Нет. Ты задолбал, блин, Костя. Ну, конечно. Короче, не ждал нас Дерсу, блин. Ну, что, нормально, еще есть. Как? А что, много еще? Ну, еще 2 мешка больших и маленьких мешков 5. А, так у тебя жратвы еще валом, а мы второй раз пытаемся проехать. Это, короче, один остался щенок. Как один? Один. А что ты сделал с ним? Они все передохли. Почему? Они что-то заболели, не ели, похудели. Я им вливал много жидкости, с глюкозой вливал. Они блюют какой-то зеленой этой жижей. Вот, один еще болеет, он до сих пор не ест, я ему до сих пор воду лью сладкую. Блин. Воду сладкую пьет. Давай казан этот возьмем. Сахар закончился, но я с медом возьму. Так, все, доехали. Со второго раза мы, Костя, добрались. А я еще думаю, что это тарахтит? Помпак заглох, он думал, ветер поначалу, что ли такое-то будет? Ой, задолбались ехать. Вышел, тишина. Че, мы 11:30 выехали, сколько время? Они работают. Работает почему? У меня 12 ровно. 10 минут. Я вон твои часики починил. 11 часов, короче. А, что, заработали? А там уже просто этих не было. Ну, ремешков. Ну и вот и батарейка была севшая. И что, ты где-то купил батарейку? Зарядил. Как ты ее, блин, зарядил? 12-вольтовый. Блин, не знаю, как ты это 2 все проводка и все. умудряешься делать. Блин, значит, у тебя корма еще были, но ты бы написал, что у тебя кормов еще. Слушай, это такая поездка у нас сейчас получилась. И бензина мы сожгли валом. А это че драндулет-то? Это вот Феликса попросили, не знали кого, Ну, не просто знаю. уже
Мы не знали, кого просить. Я из курицы тоже в тушенку сварил курицу, короче. Ага, Только она соленая получилась. ничего страшного. Так, все. Вот привезли мы такую вот штукенцию сюда. Андрюха нам прислал. Это называется, как он, афганский казан. Я готовил уже дома плов, получилось офигенно. Я очень сильно удивился, что дома можно было приготовить такого уровня качества плов. Сейчас мы туда мясо накидали, прям помидоры, болгарский перец, картофель и водички. И сейчас на... Так, готовили мы 45 минут с момента, когда первый клапан сработал, 45 минут. Ну, я не знаю, что. Куда пошла? Я там покусают. Да, вот это кусочек. Она уже убежала. Вот этот кусочек, да, вот это мне. Ну что, друзья, доброе утро. Вот такая у нас вот картина с утра. Разгрузились. Жалко, не довезли мы, Виталька, скамью. Ну, попробуем починить. Но уже будет не то, конечно. Сломала ее веткой. Вот. Все у Кости хорошо. Оказывается, у него еще кормов было много. И собакам. Ну вот жаль, что он не написал, что было много кормов. Фу, Амур, нельзя, нельзя, фу. А то, что вот у него, ну, ему для себя продуктов еще больше. Там только пайков ему, наверное, года на 2 армейских. Круп там. Он же, получается, ну вот, как один живет, а я продукты-то все как возил для троих, так и возил. Он уже там говорил, куда ты столько. Там круп валом. Сейчас нам надо будет посчитать, сколько бензина мы сожгли и сколько нам потребуется на обратную дорогу. И уже исходя из этого мы будем что-то думать, по какой дороге мы поедем. У нас тут вариантов-то особо немного. У нас, значит, какие варианты? В том направлении у нас погранзастава, там километров 8, наверное, до нее. Но это самый такой вариант, который в последнюю очередь мы будем рассматривать, потому что, ну как мы приедем на погранзаставу? Здрасте. Ага. Ставь палец. Суй палец. Вот, с нами там пока какие-то следственные действия проведут, пока выяснят, кто мы такие. Еще один вариант — это ехать, как мы с Русланом приехали, на тракторе. Но тот вариант мы не рассматривали, сюда заезжать, потому что Руслан говорит, там очень серьезные эти наледи. Мы там очень большое расстояние ехали вдоль реки, и поэтому мы не рассматривали. Но сейчас, так как это расстояние гораздо меньше, мы, если сейчас бензина мало, будем выезжать там. Сейчас у нас, значит, какой план? Мы сейчас 2 бака заправляем полные. Ну и посмотрим сейчас. Потому что мы ехали, переключали на один бак, на другой. Там что-то подсасывало, троил. Он раз переключишь, там он вроде раз поедет. Поэтому не знаем, где сколько бензина осталось. Сейчас конкретно зальем. Один полный бак, второй, допустим, полный. И уже будет видно, где сколько у нас бензина в наличии. Так, ну по вездеходу, значит, что у нас? Особо видео не снимали. Ну, едет тяжело ему, да, столько снега толкал, там, ехал. По расходу, да, мы немножко, ну, не подрасчитали. Потому что, ну, и мужики, 2 года он стоял, получается, а до этого они ездили там на рыбалке, там где-то марь, болото. Но у нас нет таких непроходимых болот, знаете, вот где у нас по нашим болотам везде человек может пройти.
И расход они поэтому сказали 1,5 литра на километр. Ну, покупайте, поехали, бензин. Вот, по такому снегу мы сами первый раз. Таких снегов у нас не было в нашем регионе. И поэтому, собственно, с расходом мы немножко просчитались. Получилось у нас больше 3 литров на километр местами. А здесь вот уже нормально поехали. Ну, на второй, там, по-моему, прямая передача, да, и пониженная. Не повышенная называется, а прямая. Сейчас посмотрим, сколько. Так, тут что, затопили печь. Костя все убрал, я его просил здесь. Думали, приедем с Андреем, но Андрей, он очень хотел поехать. Вырезали ему межпозвоночную грыжу. И он сейчас на лечении. Вот. Но он очень хотел поехать. Бой он перелез этот вольер. Короче, одели ошейник ему, если куда-то убежит. Сейчас собак не надо вообще выпускать, потому что нас зверя задавят. Надо на цепях, короче. Вон, смотрите, какой толстозадый стал. Зажирел. Долго на цепи. Ой, в вольере сидят. Ну, где-то он там нашел, нас увидел, тут обрадовался и перелез. Ну что? Давай, тебя поглажу, давай. Ну покажи хоть, как ты бегаешь по проволоке. По тросам, как ты бегаешь. Покажи. Ой, молодец, ой, молодец. Вот раздолье ему какое. Видите, какой длинный трос, да? Вот он бегает спокойно. Вот он носится. Молодец, красавец. Мишка, еще покажи, иди. Мишка, иди сюда, иди, давай еще. Кружочек давай. Ай ты мой мальчик. Ай ты молодец. Умница мой. Мишка. Ай ты мой хороший. Вот собачка бегает, довольная. Амур нифига не бегает. Че я тебе зря натягивал это тут все? Кусты эти тут вырубал. Ой. Амур, у тебя даже не натоптано нифига. Че ты не ходишь? Че у нас, бесперспективняк? 40 литров? Все, осталось? Да, 60 где-то. А было сколько заливали? 120? Ага. 200. 240. 240. Осталось просто 40 назад вернуться. Ага. Очень выгодно. Сейчас вот этот вариант с башуров. Да. Он у него неровно работает. Так как ты там сейчас это Да, все Рома это? сейчас выставит. Свечи запасных нету, да, вот так вот. Ну, как бы, А у нас где-то должны быть тут. Да, блядь, это ж всегда. Свечи? Свечи должны быть где-то у нас. Есть новые. Но не на бензопилу. Не, как на снегоход есть. А там какая-то Длинные. резьба. Да, там Но резьба одинаковая. на 2 свечах одинаковая резьба. Там, наверное, еще что-то соснется, блядь. Ой, блин, он расплескается еще этот, блядь. У нас остатки бензина вон еще вылетают. Последний. Какие 2 бака? У нас даже одного, по-моему, нету. Полного. Че, надо через воронку, Ванька, там же шанкер есть. Ну, у Кости. А, у Кости же есть точно. Все слили со всех баков. Здесь вообще с ржавчиной, с этой фигней вот. С осадком. И что у нас получается? Ни одного полного бака. Сколько у нас? Непонятно еще, У да? нас 50 литров.
Всего. И вот этот бензин, который мы привозили на снегоход, там что там, тоже 50 его. 100 литров. 100 литров. И Сюда приехали. Короче, вот, ну как раз 100 литров. Их 200 потратить почти. 180 литров. 240 было. Ну, полтинник остался. Угу. И докуда мы можем доехать на этих 100 литрах? До Башурова не доедем? Почему? Доедем. По полпути. А там перевал заснеженный, никто вообще не ездил. Хуй на него, он нахуй, блядь, на первую передачу подымется. Потом Потом на Потом на второй. Сначала на первый, потом на второй. да, Сергей Александрович так же всегда говорит. Подожди, там же с шанкером. Мы сетку сейчас принесем. Я сейчас пока нахуй нормально. Смотрим. Да все больше нахуй. Полный? Ну, ничего получилось. Пошли. Вот 2 месяца. Щеночку. Первый раз в лесу. Первый раз. Вот она вперед меня уже идет, не спит. Изучает все. Хотя у нее небольшой стресс присутствует, потому что большие собаки бегают, подбегают, обнюхивают ее. Немножко она все равно по этому поводу переживает. Ну вот, знакомиться бежит. Ну, это очень важно, если собачка вот так себя ведет в таком возрасте. В незнакомой среде. Не идет, сзади не плетется, а идет вот именно спереди. И все изучает. Очень жаль, конечно, что у Кости не уцелели щенки опять. Рассказал он, что какое-то заболевание. Рвало, дристали. Что ты там, покекать остановилась? И это... Не выжили, в общем, щенки. Я привез вакцины для всех. Хотел сейчас их проколоть. Сейчас по итогу сегодня уколол Бурю. И вот гулять стараюсь подальше от тех мест, где... Ну, это все ерунда. Она все равно, если бацилла какая-то есть, она прилипнет. Не знаю. Иваныч сейчас замерил в очередной раз ширину и говорит, что Сане надо было делать еще шире. Мы ему говорим, что они широкие, он говорит, надо было еще шире. Ты же вот эту ширину получается, а мы-то все думали, что по этой, по гусянке как бы. Колея остается-то по этой же. Ну, топчет он. По лыжам же ширина. Лыжи не топчет. Как не топчет ее? Как? И вот, короче, это... Ну. Вот. И, в общем, Иваныч утверждает, что все будет хорошо, что сани широкие, как надо. И он сейчас жалеет, что еще на 10 сантиметров их шире не сделал. Чтобы можно было еще больше бревна туда грузить. Чурки. Сейчас будем менять эти накладки на лыжи. Гена принес воды? Прилегает везде, заебись. Смотри, лопнуло, да, он? Да, это было, но... Так. Тонюченькая вообще. Геннадий Опусти вот Анатольевич эту, при братан. деле. Вот эту. Блять, они чуть-чуть сдвинуть. Вот так. Костян, что ты делать будешь? Фарш? Фарш. Фарш Он есть. готовый. Сало добавить туда.
надо. Сало, чеснок, лук, Ага. чебуреки. Чебуреки у нас будут. Так, Костян у нас тут капусточку достал. Сделали тесто, замесили. Фарш по сусекам поскребли. Фаршик. Пока рано еще. Фаршик у нас. Лучка туда добавили. Сало. Все будет отлично. Жизнь эпичная. Трупов не снимай. Вот чуть-чуть сделали. Остальное потом. Фарш остался. Тесто осталось. Потом горячий. Мужики спят, кто в бане парится, кто спит. В общем, отдыхаем. Все, мужики начали помаленьку просыпаться. Конечно. Кушать. Кушать. Генка попарился. Погода такая, правда. Дождь прошел. Такую погоду само то. Чебуреки есть и в баню ходить. Ну да. С молоком. А вот в этом молоке же молока же нету, правильно? Ну, есть. Это вот куча, это куча этих френчей выезжает с этого, с молокозавода. Как-то ездил с Лехой за собакой на френче с ним в Благовещенск. А он говорит, смотри, говорит, сколько нас отсюда выезжает. И один такой маленький газушка такая туда, раз, одна заехала с молоком на завод. Одна корова. Что делаете? С колокольчиком. Ну. Оттуда фур столько, блин. Иван Иванович посылку тут достал. Наконец-то дошло это спустя несколько месяцев уже дошло дело до посылки. Кое-как она доехала до пасеки. До пункта От назначения. Юрия Алексеевича Морозова с Биробиджана, с пчеловода там. Посылка с чаем, какой кофе. А, самое главное, это вот. Это же самое главное. Книга, да. Нет, Или ну смотря... Ну мы вот они что взяли, вот она. Димоновка. Аква Минерале, Димоновка. Как, Димоновка? Да, Димоновка. Ну мужики попробовали, что уже Пчеловодство нормально? видно, что хорошая, Ну да, и она скотчем заклеенная. не раз от корки до корки, видно, прочитана уже. Сейчас мы ее Сильников. Будем читать. читать будем, ну. Спасибо большое. А вот еще, кстати, что-то тут досточка Это на баню. с легким паром. Все, спасибо большое. Спасибо. Все, мы по очереди ходим париться. Иван Иванович второй раз пошел. Григорий Иванович тоже второй раз пошел. Геннадий Анатольевич попарился уже. Я тоже. Ванька взял термос, все, пошел париться. Он любит париться. По много париться. Неси, пошли. Че, ты гулять с ней? Да, да. Вон там, да, где вездеход. Не упасть бы. Поражение тут уже не помогут. Во, смотрите, небо синее первый раз, да, за все эти. Почему? Вчера было Вчера было, да. Но просто сегодня оно настолько затянуто было, что казалось, что это навечно. Вот сколько тут всяких разных вкусов. Иваныч сейчас опять скажет компот. Ванька просто только черный чай любит. И тут, наверное, есть простой, классический. Сейчас после бани как раз я заварил себе уже. Сейчас что-нибудь Иваньке подберем.